Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 31 июля по 6 августа. Последний месяц лета, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Но я так думаю, уверена, вы люди очень интуитивные. И ваше шестое чувство, и образы карт помогут решить какой-то вопрос или сложить какой-то пазл, но инсайт какой-то определенно вы получите. Или мы с вами просто приятно проведем время, я надеюсь. И первая карта у нас будет «Что важно знать?». Что важно знать на неделю, по мнению карт, для рыб и рыбок? Чего не избежать? Ну, или неожиданности возможное. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И достанем еще одну карту, узнаем, что от нас скрыто. Имеется в виду, не намеренно кто-то скрывает, обманывает, а имеется в виду наше восприятие, может быть, что-то может ускользнуть от нас, а на самом деле это будет очень важным, что мы должны увидеть. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь, что важно знать. Но жизнь как с чистого листа. Вы, мои дорогие рыбы и рыбки, режиссеры собственной судьбы. И придется нам здесь где-то и манипулировать не без этого, потому что в этой карте как маг изображен шут. И надо сказать, нулевой аркан. А вот первый аркан – это маг. Один шаг до мага, мои дорогие. Правильно где-то распорядиться своими возможностями, способностями, да, своим умением, себя к чему-то приложить как будто, да, или вот та какая-то важная составляющая, которую мы называем мечта, намерение, цель, то, что мы хотим осуществить. Но это ведь вдохновение. Но и к интуиции как будто мы должны прислушаться, не должны себя подвергнуть риску. Это важно. И собака, которая как будто пытается остановить в чем-то шута или, может быть, ну, где-то вернуть его в реальность. Это прообраз Анубиса или, опять же, нашей интуиции, которая дает нам правильные подсказки. Может быть, придется где-то, ведь шут у нас жонглирует зодиаком, придется и манипулировать, не без этого. Но для нас, видимо, время такое. Наша позиция тогда будет более сильна, если мы умеем быстро перестраиваться. Вот эта адаптивность, я бы сказала, это важно знать. Чего не избежать? По аркану отшельник, с одной стороны, нам никто не будет мешать. Вот это прекрасное событие, и я люблю за это эту карту, когда реально помех нет. Если мы сами, ну, где-то себе не создадим их. Ну и быть, конечно, если мы про интуицию, в карте отшельника интуиция изображена в виде фонаря, который у отшельника включается в нужное время. И в данном случае на этой карте нам показан, идет отшельник по своему пути, а путь он такой, вот знаете, виртуальный буквально, как будто эта тропа, она парит в воздухе, нет опоры какой-то. И вот включился его фонарь, и на дороге мы видим змею. Так вот, мы должны предугадать, видеть на пару шагов вперед. Очень красноречивая карта. Надеяться сами на себя, больше полагаться на свою интуицию, что-то, может быть, просчитать. И самое главное, это ведь у нас мудрец, который знает все, который распутывает сложные тайны, загадки, который может все предвидеть, который в себе не сомневается. Вот это вот вам просто все как воздух будет необходимо, мои дорогие. Но быть, наверное, таким прозорливым и внимательным, и одновременно непроницаемым для окружающих. Это тоже важно. Быть на своей волне. Какой-то ваш путь, как миссия, она должна быть выполнена. Это чего не избежать. Но на этом пути явных помех как будто нет. А если и есть вот, да, в виде змеи, то это и вовсе не помеха. Мы как будто вот такие мелочи сумеем предвидеть. Чему сейчас не время? И это ведь два старших аркана. Ну, где-то рационализму, больше время интуиции и какому-то импульсу, но такому продуманному импульсу. Не время, наверное,
себя подвергать риску, встречаясь с представителями власти, мои дорогие рыбы и рыбки, или обострять какие-то, кому-то что-то доказывая, да, чтобы не доходило до разбора каких-то. Вот иногда по этой карте это проходит, если мы говорим, чему сейчас не время. Или ставить себя в какую-то конфронтацию, например, пошли решать какой-то вопрос по документам, а там своя иерархия или свой какой-то порядок у чиновников, мы это не изменим. Поэтому, ну, где-то уходить в эмоции или проявлять будет тоже не самым правильным действием. Тем самым мы себе осложним какую-то процедуру как будто. Или в противовес законам вступать. Вот это все как будто нет. А что же нам помогает? Интуиция, мудрость, все то, что я говорила где-то по отшельнику отчасти и по нулевому аркану, потому что ведь нулевой аркан это, пусть не в этой колоде, в другой, называется хаос перед началом творения. То есть еще творение не началось, а уже какая-то турбулентность. И по Луне-то тоже нам говорят, вот то, что ты видишь сейчас, это временное состояние. Выглянет солнце, и все встанет на свои места. Какая-то ситуация будет прояснена, как будто сама. Может быть, вы куда-то отправитесь. Может быть, вполне вероятно, с учетом нулевого аркана. И тогда обстановка уже на каком-то другом месте вам будет. Сейчас вы как будто можете предполагать, а потом уже что-то само прояснится. Поэтому отталкиваться где-то от того, что вы думаете сейчас, и это вроде как догма какая-то, будет, ну, не совсем правильно. Потому что мы не видим, что есть по факту как будто на другом берегу или по факту тех обстоятельств, которые будут еще напоследок развиваться. Ведь на карта Луна это в первую очередь какие-то как раз события, в которых мы как будто находимся. Или ситуация какая-то, которая нас окружает. И она будет претерпевать изменения и оказывать на нас влияние. И от того, каково будет влияние, будут и наши действия. Поэтому сейчас интуиция наш лучший подсказчик. По этой карте нам помогает, если мы избегаем скопления людей. Мы говорим, есть такое выражение, меня несет толпа. То есть вы должны контролировать ситуацию. А когда мы находимся в толпе, и вот нас действительно буквально несет куда-то, мы на это не влияем. Поэтому если вдруг случайно вы оказываетесь в такой толпе, мои дорогие рыбы и рыбки, вам точно в другую сторону. Это как будто будет более надежно, и мы тогда можем предвидеть, предугадать какие-то ошибки. Здесь можем совершить какую-то оплошность по тому лишь, когда мы поторопимся, или когда мы чего-то, вот как эту змею, не увидим, или не прислушаемся, или точнее не будем доверять собственной интуиции. Вот тогда нас это будет в минус. Поэтому, словно вы люди очень мудрые, интуитивные, вас вот куда ведут, как будто надо следовать, но быть немножко более осторожным. А хорошо очень проигрывается эта карта Луна, как тепло домашнего очага. Что нам помогает? Ваши близкие помогают. Или люди, которые к вам искренне, опять же, относятся, к вас любят, воспринимают таким, какой вы есть. Или это ваше место безопасности, комфорта, уюта, куда вы приходите отдыхать, так вот полноценно, да, восстанавливать силы. И это нам тоже помогает. Что скрыто? Переезд, перемены. Причем такие перемены, когда старое уходит окончательно из жизни, из нашей, меняется не только обстановка, а мы как будто наши какие-то стандарты могут поменяться. Но и с учетом ретроградной Венеры, правда, люди могут уходить из жизни, из нашей. Я не имею в виду что-то глобально с минусом. Я имею в виду, что даже среди друзей, среди нашего круга общения, словно люди так вот в сторону отходят. Мы будем менять, как будто, может быть, как и свой круг более близких людей, друзей. Так мы будем менять какую-то обстановку. Или она для нас в связи с какой-то ситуацией внешней может поменяться. Поэтому быть открытому новому. Нам эта карта говорит, встречай все то новое, что приходит на твой порог. А вообще это, пусть тоже не в этой колоде, это карта удачи и успеха. Вот в некоторых колодах эта карта не колесо фортуны, карта удачи и успеха, а именно карта колесница. Поэтому что от нас скрыто? Наш успех. Мы на этом этапе его еще можем где-то не видеть. Но он у нас как будто в кармане.
Но просто его ждать нет. Здесь ведь наши действия какие-то. И умение, наверное, плавать в этом бушующем море событий или каких-то обстоятельств. И тогда для нас более чем в плюс все сложится определенно. Встречай все то новое, что приходит на порог. И это само по себе, эта фраза, она прекрасна, потому что знаете, пусть это будет игра по каким-то новым правилам, да, но вы должны словно свое место в этой жизни, словно не просто найти, но и застолбить, но какую-то свою миссию выполнить. Это факт. Дела, работа, бизнес. Тут все своим чередом. Ваша очень сильная позиция по верховному жрецу, готовность учиться. Это может быть и вы можете, точнее, быть как учитель, наставник, ведь верховный жрец, к нему обращаются тоже как где-то прообраз мудреца. Правда, мои дорогие рыбы-рыбки, у вас какая-то миссия высокая, ну, психологическая, я бы даже сказала. Две карты с одним значением и оба старшие арканы. К вам могут люди как и за советом обращаться, так и, знаете, как харизматичным лидером быть. Вот это правда проигрывается. И здесь, если мы говорим, идет своим чередом. Если, значит, нужно оформить документы, все придет в свое время, вот так вот, причем не на каком-то надрыве или синкопа, а все будет по закону, как будто и по нашему земному, и какому-то Всевышнему, вселенскому закону, по правилам, по традициям, когда мы остаемся собой довольны, когда жизнь наша размерена, когда у нас, в принципе, все получается. Здесь как будто, ну, благословение небес мы получаем. И здесь по делам, вот, видимо, то, чем вы сейчас занимаетесь, если вы именно к чему-то прикладывали действия или пытались что-то свое, как идею осуществить, мои дорогие, вам по судьбе, у вас все получится. И, кстати, иерофант или верховный жрец нищий не бывает, поэтому деньги будут. И вот сами по себе деньги, восьмерка жезлов, мы буквально можем получить деньги или мы можем получить известие о деньгах, если что-то прежде задерживалось или становилось на паузу, скорее всего, осуществим получение, да, то есть если мы на деньги все же говорим. Или по этой карте мы должны на что-то отреагировать, может быть, это какой-то, ну, как вариант решить денежный вопрос. Тогда мы откликаемся, потому что есть скорость, быстрота по этой карте значения, и мы ничего-то не можем оставить на потом. Значит, будет какой-то вопрос, связанный с финансами, который нужно, ну, как-то вот так вот быстро будет решить, и у вас получится. А для кого-то это будет вопрос, связан с переездом или с поездкой, может быть. Необходимо будет уехать, или, может быть, уже у вас это запланировано каким-то образом. Ну, значит, и тут финансовые вопросы будут где-то перемежаться. Значение именно, что у меня на сегодняшний день по деньгам и что на будущее, потому что по восьмерке жезлов все-таки это какой-то прогресс. Но может быть и внезапная какая-то новость и будет касаться финансов. В личной жизни, ну, прекрасно, десятка кубков, есть и взаимопонимание, есть и счастье, есть и любовь, есть. Тут нам вообще показана семья, причем, знаете, когда, ну, общее какое-то благоденствие. Может быть, вопросы будут касаться вашего жилища, или ваших отношений, или тех людей, кому вы доверяете. Но вообще эта карта, даже для тех, кто один или одна, это карта счастья, карта получения того, к чему мы шли, какого-то завершения радостного итога, мои дорогие. И здесь тут, ну, для всех будет то, что, безусловно, вас как и вдохновит, так и добавит улыбок на лице. То, что вас заставит даже почувствовать собственную силу или то, что я на правильном пути. Чего бы ни касалась неделя, прекрасное завершение, удовольствие от жизни и ощущение счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.